Приветствую вас на канале Техревизор. Какой ноутбук выбрать в бюджете до 50 тысяч рублей среди всего этого рынка и потом не жалеть о покупке? Я отобрал 8 ноутбуков до 50 тысяч рублей под разные потребности, чтобы ответить на этот вопрос. Так, в рейтинге есть самые разные варианты и для офисной работы, и для студента, и фрилансеру, и геймеру, если очень захотеть. Все они различаются диагональю экрана, процессором, конфигом памяти, автономностью и так далее. Я как можно понятнее постараюсь обо всем рассказать, показать, чтобы под конец видео вы точно смогли выбрать или хотя бы пару моделей на карандаш взять. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. 8-е место занимает Asus VivoBook 17. Это единственный ноут в рейтинге, да и, наверное, можно сказать, на рынке, с диагональю экрана 17,3 дюйма при цене около 50 тысяч рублей. Чисто для тех, кому обычных 14-15 дюймовых диагоналей маловато будет. Тут в первую очередь приятен дизайн. Обычно 17-дюймовые модели встречаются в игровом стиле с резкими и острыми углами. Этот же Asus нейтральный, лаконичный и в первую очередь для офисных и домашних задач. Конечно, ноутбук с большей диагональю и весит поприличнее, порядка 2 килограмм, поэтому носить такой с собой туда-сюда каждый день, ну, как-то не очень легко. При этом внутри батарея не то чтобы какая-то огромная, на 50 Вт в час. Ее хватит на 4-5 часов бесперерывной работы. Дальше придется ставить на зарядку. Об экране. Ценник для такой модели более чем гуманный, поэтому ни о каком 2К разрешении говорить не приходится. На 17 дюймов растянуто базовое Full HD разрешение. Конечно, повышенной плотностью пикселей экран не отличается. Но если у вас есть монитор на 24-27 дюймов с Full HD, то при сравнении становится понятно, что картинка на ноуте все равно четкая, без зернистости. Глаза не напрягает и вообще никаких вопросов не вызывает при такой цене. Разве что запас яркости маловат при прямых лучах из окна. За производительность отвечает простой процессор и неплохой конфиг памяти на 8 ГБ оперативки и 512 ГБ SSD накопителя. Для оперативки есть свободный слот, на перспективу доставить. А вот проц совсем простенький, 5-ядерный Pentium Gold 8505. В целом потянет 1С, Google Доки, браузер и все такое. Собственно, для чего этот ноут и создан. 7-е место занимает My Band P415. Я бы назвал его компактным из-за небольшого экрана на 14 дюймов, но не легким. Все-таки вес 1,6 кг. Это не минимум в 2025 году. Есть варианты и полегче. При небольших размерах в ноут поставили уверенную батарейку на 77 Вт в час. Так, без подзарядки его хватает часов на 9-10. То есть ноут не обязательно всегда держать заряженным. Если в любой момент понадобится сорваться куда-нибудь, за заряд можно не париться. По внешнему виду. Изначально My Band в металлическом корпусе. Крышка раскрывается на все 180 градусов. Конечно, как MacBook одной рукой не открыть. Но в целом по качеству сборки и материалам все на очень приличном уровне. Из прикольного. Экран с соотношением сторон 3:2. Он получается как бы квадратным после приевшегося соотношения 16:9. На многое не влияет, если смотреть с точки зрения среднестатистического пользователя. В остальном экран строится на IPS-матрице с разрешением 3000 на 2000 пикселей. На 14-дюймовую диагональ выходит довольно-таки детализированная картинка. И текст четче выглядит, и привычные интерфейсы глаза радуют. А вот что удивило, так это железо. Базово тут стоит простейший процессор Core i3 1115G4 с памятью на 8 512 ГБ. Все это железо тянет только офисную и домашнюю нагрузку, смотреть фильмы, листать браузер, сидеть в соцсетях, работать с документами и так далее. Но главная киллер-фича. При желании процессор можно заменить. Прям натурально вытащить этот камень и поставить другой, совместимый с этим ноутом. Например, i5 1135G7 или i7 1185G7. И при этом вы не потеряете гарантию. 6-е место занимает Asus i1504FA BQ1197. Он вытягивает начинкой. Внешне ноут самый простой и неприметный. Где-нибудь в коворкинге или в кафе он меркнет на фоне всяких макбуков или любых других недорогих ноутов, как, например, в этом рейтинге.
Многое портит отдельно вынесенная веб-камера. У нее даже механическая шторка есть. Не самое футуристичное решение, мягко говоря. Корпус у него пластиковый. Не скрипит и не люфтит при скручивании. Хотя зачем это проверять? Главное, что во время использования никаких посторонних звуков. Экран раскрывается на 180 градусов. Не то чтобы самая полезная история. Но может пригодиться, если вы любите поваляться на диване с ноутбуком в интересных позах. Но нас тут интересует начинка. За свои деньги действительно это один из самых интересных вариантов. Так за производительность отвечает Ryzen 5 7520U. То есть чуть ли не самого последнего поколения процессор. Он на 4 ядра с приличной частотой. Много энергии не потребляет, много тепла не выделяет. А вот рутинные процессоры грузят быстрее, чем прошлые несколько участников. Тут свою роль играет и память. Максимально жирная конфигурация на 16 гигабайт оперативки и терабайт SSD последнего DDR5 поколения. То есть она еще быстрее работает, и при этом не придется ничего докупать, доставлять. Все сразу из коробки хорошо грузится. По автономности успехов этот Asus не делает. Внутри стоит аккумулятор на 42 Вт в час. Хватает его примерно на 5-7 часов, если особо не активничать и не нагружать ноут. Экран тоже обычный, IPS-матрица, Full HD разрешение, диагональ 15,6 дюйма. Какими-то серьезными недостатками не страдает, картинку выводит с насыщенными цветами. На пятом месте стоит Chuwi MiniBook X. Очень нишевый продукт суперкомпактных размеров. Не сказать, что ноутбук для каких-нибудь фрилансеров-удаленщиков, которые любят работать где-нибудь в парке или в кофейне. Это скорее что-то очень маленькое, буквально для постоянной переноски туда-сюда. Весит ноут меньше килограмма, 920 грамм, а со своими размерами переносится так же легко, как и типичный смартфон, просто что немного больше. Вот что значит максимальная компактность и легкость. Сейчас на рынке и не найти что-то аналогичное. Батарейку, само собой, сюда поставили никакую, на 29 Вт в час. Хватает ее ненадолго, часа на 3-4. Но заряжаются меньше 2 часов, поэтому особых проблем с автономностью тоже не будет. Основное, чем отличается ноут. Экран диагональю 10,5 дюйма, то есть как у обычного планшета. Экран стоит на шарнирах, которые раскрываются на все 360 градусов. То есть можно согнуть ноут так, что он действительно превратится в планшет, только очень толстый. На таком небольшом экране растянуто полноценное Full HD разрешение с IPS-матрицей, то есть картинка получается абсолютно адекватной для восприятия. На такой можно и фильмы в дороге смотреть, и соцсети чекать, и в документах копаться. На клавиатуру тоже жаловаться не придется. Она хоть и маленькая, но печатать на ней удобно, особо приспосабливаться не надо. Начинка, само собой, без всяких вычурностей. И тем не менее, тут стоит 4-ядерный процессор Intel N100 и конфиг памяти на 12-512 гигабайт. В последнем DDR5 поколении. То есть со всеми базовыми задачами он справляется. Четвертое место занимает Dell Vostro 3520. Этот ноут выделился экраном, и на этот раз не диагональю, а характеристиками. Так, картинка строится на дисплее размера 15,6 дюйма с разрешением 1920 на 1080 пикселей, но на менее распространенной среди ноутбуков VA-матрице. Конечно, есть и яркие фанаты IPS, которые VA не переваривают. Но если посмотреть объективно, VA-матрица капитально ничем не хуже IPS. Тут из плюсов повышенный коэффициент контрастности, который дает глубокий черный, широкие углы обзора и при этом насыщенную светопередачу. А главный бонус — частота обновления 120 Гц. Так вообще делает из экрана этого ноута конфетку. 120 Гц дают высокую плавность, которая после стандартных 60 Гц заставляет по-другому смотреть на элементарный скроллинг браузера и ленты в соцсетях. Новые ощущения обеспечены. Само собой, об играх в 120 FPS говорить не приходится. Тут стоит 4-ядерный процессор Core i3 1215U. Тянет свою браузерную нагрузку, работу в Microsoft Office, при этом про нагрев он не в курсе, а энергопотребление минимально. Ну, типичное офисное железо. Хотя 16 гигабайт оперативной памяти и 512 гигабайт SSD еще как-никак удерживают на плаву этот ноут и не дают совсем загнуться от нескольких открытых вкладок в Яндекс.Браузере. А при желании можно еще доставить плашку на 16 гигов. Вообще монстр получится на следующие годы. По внешней части ноутбук ничем особенным не выделился, хотя дизайн все равно немного поприятнее, чем у прошлого Chuwi. Как-то посвежее выглядит этот Dell. Весит он почти 1,7 килограмма, по размерам вместится в портфель или сумку для ноута. Носить его небольшая проблема, хотя и не так легко, как прошлый Chuwi. Тройку лидеров открывает Huawei MateBook D14.
Компактный ноут для частых переносок. Для тех, кому нужно что-то мобильное, но не настолько, как 10-дюймовый Chuvi MiniBook. Этот Huawei имеет дисплей на 14 дюймов, весит 1,39 кг. По размерам выходит меньше, чем 15-дюймовые ноуты. Тонкий, удобный, много места на столе не занимает. Самое то для работы в кофейне, в коворкинге или на пары в институт. При этом корпус металлический, сделан в современном стиле, ничем колхозным не отличается. Внутрь поместили батарейку на 56 Вт в час, которая ой как недурно служит. Если сильно захотеть и расходовать энергию максимально экономно, ноутбука хватит даже на 16 часов. Ну а в обычном повседневном использовании выйдет что-то около 8-10 часов без подзарядки. Как сядет, зарядка на 65 Вт быстро сделает свое дело, восполнив батарею меньше, чем за 2 часа. И это с тем учетом, что зарядка идет от USB Type-C. То есть ноут можно подключить не только от сети, но и, например, от пауэрбанка. Так что за автономность можно не переживать. Память вот только не самая удачная. К SSD вопросов нет, 512 гигабайт быстро загружает всякие приложения. А вот 8 гигабайт ОЗУ сомнительно, но окей. Что обидно, доставить не получится. Эти 8 гигов распаяны на плате, так что ноут может где-то подвисать, если хорошенько так нагрузить, работая сразу в 3-5 приложениях. Поэтому, если вы четко понимаете, что 8 гигов маловато будет для ваших задач, то лучше взять ноут на 16 гигов. А если есть сомнения, то, возможно, процессор поможет выбрать. Core i5-12450H из современных поколений Intel, можно сказать. Выше среднего класса, 6 ядрами и хорошей тактовой частотой. Поэтому нехватку оперативы можно компенсировать им. На втором месте стоит Asus VivoBook M3604YA MB248. Взял вариант на райзеновском процессоре. Про красный лагерь тоже не забываем, а то все Intel да Intel. Тут стоит Ryzen 5 7430U. Неплохой такой проц на 6 ядер и с базовым графическим ядром от AMD. При желании можно даже несколько современных игр запустить в Full HD разрешении на минимальных и средних настройках графики. Но это так, чисто побаловаться. Киберспортивную карьеру на таком не построишь. Дальше память. Тут в этом плане все хорошо. Базово идет 16 гигов оперативы и 0,5 терабайта SSD. Если вскрыть ноут, можно увидеть, что одна плашка распаяна, а вторая нет. То есть при желании можно убрать один 8-гиговый слот и заменить хоть 32-гиговым. Так получится в общей сумме 40 гигов. Хороший запас на годы вперед. Аккумулятор поставили на 42 Вт в час. Хватает его на 6-8 часов активного использования. То есть рабочий или учебный день ноут выдерживает без подзарядки. Хотя, если в перерыве захочется погонять в какую-нибудь игру, тут уже понадобится зарядное устройство. По внутрянке понятно, вообще без вопросов. А что по внешней части? Ну, для начала диагональ экрана 15,6 дюйма с Full HD разрешением с IPS-матрицей. То есть ноут уже особенно компактным не назовешь, как и легким. Весит Asus 1,7 килограмма. При этом корпус и крышка металлические, но их основной недостаток – маркое покрытие. Что на крышке, что на клавиатуре остаются заметные жирные пятна, поэтому придется либо смириться, либо часто протирать ноут. А вообще это нередкая проблема современных ноутов, поэтому деваться некуда. Лидером рейтинга стал Infinix InBook Y3 Max YL613. Ну а первое место рейтинга я решил отдать ноутбуку с лучшим соотношением цена-качество. Это Infinix InBook Y3 Max. Да, это не какой-нибудь Asus, Lenovo и HP, а китайский Infinix. Но в этом и соль, что переплата за бренд будет поменьше, чем у топовых представителей рынка, а качество при этом не хуже. Ноут уже не первый год на рынке, набрался покупателей, набрался обзоров, отзывов, каких-то проблем с ним не встречается, поэтому не стоит сразу отказываться рассматривать ноут просто потому, что он китайский. Выглядит он бодро, стильно, модно, молодежно. Металлическая крышка, IPS-дисплей с соотношением 16:10 на Full HD разрешении, даже механический переключатель мощности есть на торце. Можно переключаться между тремя режимами. Есть экономный, сбалансированный и ускоренный. Если надо экономить зарядку, включаем эко. Начинаем рабочий день с баланса. А если надо навалить мощности, переводим слайдер в крайнее положение с надписью Overboost и погнали. Конечно, фича не убойная, но прикольная.
Батарейка тут на 70 Вт-час. Сначала мне показалось это интересным, так как параметр все-таки выше среднего по рынку. Но на деле, как дошло до автономности, ноут не выдал каких-то неординарных значений. Его тоже хватает на 7-8 часов использования, а заряжается при этом за 2 часа. Ну, тут еще и процессор достаточно прожорливый. Core i5-1235U. Если включить ускоренный режим, то он может потреблять вплоть до 50 Вт. И, конечно, это бьет по батарейке. По памяти получается такой расклад. Изначально идет конфиг на 16 гигабайт оперативки и 512 гигабайт для SSD накопителя. Скажу сразу, доставить ОЗУ нельзя, она распаяна. Но этих 16 гигов хватит с запасом еще на годы вперед для офисных, учебных и домашних задач, поэтому можно голову не морочить. При этом под SSD тут выделено 2 слота, в один из которых доустанавливается хоть еще терабайт и закрывает вопрос свободного места. Но это так, тоже на перспективу, грубо говоря. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.